Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Старина Фриги Викинг, всем хорошего настроения, 13-й сервер, Rocket Team на связи. И у нас для вас, я думаю, полезное видео, которое будет называться «Эволюция сервера». Это гайд для новичков, но и не только для новичков, для понимания, что ждать при организации сервера и как подготавливаться ко всем этапам. Все этапы развития, грубо говоря, вашего сервера после момента, как вы зашли в данную игру. Устраивайся поудобнее, не забудь поставить лайкос, подписаться на канал, прожать колокольчик и пиши в комментариях, какие видео ты ждешь от меня на канале, для того, чтобы тебе было проще разбираться с игрой Viking Rise. Первый блок данного видео будет называться «Воюющее королевство». Как только ты создал свой аккаунт, игра тебя целенаправленно отправит на новые сервера, то есть на сервера, которые только зародились. Если отдалишь карту, нажмешь глобус, как раз таки можешь посмотреть по обзору королевств, которые находятся в стадии воюющих королевств. После зарождения королевства первые 90 дней выстраивается будущая иерархия сервера в альянсах и руководстве. Часто на этом этапе случаются войны и конфликты, так как каждое племя стремится заполучить корону первой и, соответственно, вырваться в лидеры. Важно на этом этапе понимать, что родное королевство — твой дом, в котором все должны развиваться и идти в развитии в одном направлении. Очень важно либо сразу добиться доминирования одного альянса, если вы можете организовать сервер, то есть если у вас на это есть определенный ресурс организаторов, если у вас есть лидерский ресурс и, конечно же, игроки, которые заряжены по аккаунтам, по онлайну, для того, чтобы всю междоусобицу, которая будет происходить на сервере, организовать в правильное направление и развивать сервер. Если же у вашего племени нет такой возможности, то нужно прийти к каким-то компромиссам со всеми главами племен вашего сервера и тем самым избежать войн и всего того, что может принести вред вашему серверу. Сервера, в которых не было больших затяжных войн, чаще добиваются успеха в будущем, чем королевства, где в итоге на этом этапе случались войны, потому что это все приводит к ссорам между сильными альянсами, и многие игроки уходят из игры, либо идут на новые сервера, либо ждут миграции, чтобы уйти с данного сервера. Сначала вы появляетесь с краю во внешнем кругу, а затем в соответствии с хрониками королевства начинают открываться следующие части карты королевства. Все заканчивается захватом одним из племен центра. В данный интервал в хрониках воюющих королевств доступны для игроков герои S1 и умения S1, то есть более высокого грейда командира и умения будут появляться позже. Следующий этап и блок данного видео — это миграция после этапа воюющее королевство. Это значит, что в вашем королевстве появится ивент. Данный ивент откроется не только в вашем королевстве, который позволит перемещать аккаунты с одного сервера на другой. Тем самым вы можете либо полететь на другой сервер, либо игроки смогут присоединиться к вашему серверу. Если ваше королевство погрузилось в хаос или за 90 дней на нем так и не сформировалось единого руководства с четким вектором развития, то вам представится возможность мигрировать с данного сервера. Первая миграция будет проходить между 8 королевствами, которые находятся в вашем кластере соседними. То есть отчет будет идти с сервера 1-8 и так далее. Если же ваше королевство сильно и смогло организоваться, то необходимо подготавливаться принимать людей на ваш сервер. Для руководства сервера будет достаточно много работы, подготовка мест в альянсах, создать фарм-альянс и так далее. Я думаю, что по миграции мы сделаем отдельный гайд, но в этом видео хотел бы еще сказать, что для перелета на сервер игроку потребуются паспорта и также одобрение заявки королем сервера, на который вы собираетесь. Следующий этап эволюции вашего сервера — это выход на первое КВК. Первое КВК с Вартельфахем будет проходить между 4 серверами на вот такой карте. Каждое королевство находится в своем углу, затем, так же как и было с хрониками родного королевства, открываются хроники КВК с открытием каждой зоны. КВК зоны разделены проливами, как и на родной карте.
Для перехода из одной зоны в другую вам будет необходимо забрать пирсы. Из стартовых зон королевства будут двигаться в центр для того, чтобы захватить Вечный город. Но с захватом Вечного города КВК еще не окончено. Некоторое время ваши королевства будут находиться на карте и продолжать боевые действия, так как пирсы будут открываться в обратном направлении, и соперник сможет зайти в те зоны, в которые еще не смог добраться для боевых действий с вами. Также хотелось бы еще сказать, что для хорошего КВК, для хорошего противостояния вашему королевству потребуется максимальное количество Т7 аккаунтов с прокачанными животными, с прокачанными умениями, соответственно, максимальное количество онлайна и прокачанных игроков. Но не менее важную роль будет играть дипломатия, так как вы можете заключать союзы с другими королевствами для того, чтобы победить в КВК и поделить награды между вами. После того, как первая КВК будет закончена, вы переходите к следующему этапу эволюции королевства. Назовем мы его межсезон и вторая миграция. После первого КВК откроется миграция уже на 16 серверов. Поскольку диапазон миграции больше, то и работы больше для принимающего королевства. Для игроков, которые захотят поменять королевство и перелететь, миграция станет немного дешевле. Я бы рекомендовал проводить вербовку игроков заранее, так же, как и выбирать королевство для перелета. Чаще всего сильные и организованные королевства принимают к себе на сервер после личной беседы или каких-либо заявок через приложения, в которых альянсы коммуницируют. Что касается межсезона, в остальном королевство отдыхает, копит ресурсы, строит войска и развивается для следующего этапа КВК. А из новых героев вам станут доступны Хильгар и Юльми. Время отдыха закончится, и мы плавно переходим к следующему этапу. Это второе КВК в тематике Англия. Спустя несколько месяцев после окончания первого КВК начинается второй КВК и проходит уже между 8 королевствами в регионе. Королевства для второго сезона КВК отсчитываются также от первого сервера, то есть 1-8 и так далее. Несколько слов о особенностях второго сезона КВК. Вместо пирсов в данном КВК вас ждут перевалы, то есть уже не будет водораздела между зонами, а зоны будут ограничены между собой горными хребтами. В этом сезоне вас ждет намного больше дипломатии и битв. Также в соответствии с хрониками идет продвижение по КВК, причем намного более динамично, чем в первом сезоне. Уже на второй неделе КВК будет открываться предцентровая зона, а на определенной хронике будет возможность зайти в начальную зону любого королевства и разбить вашего соперника. 8 королевств появляются в стартовых зонах карты и двигаются в центр для того, чтобы захватить Виндзорский замок. Из прочих особенностей второго КВК хотел бы отметить, что появится особая академия в вашем замке, которая будет использована только для КВК. В ней появятся новые технологические ветки, которые позволят усилить ваш аккаунт на время КВК. Почти в самом начале КВК откроется новое событие, в котором вы сможете получить командира Лагерта. Также наградами за КВК будут новые умения С2, ловушка отчаяния, ядовитая стрела и божественный щит. По окончанию КВК Англия мы переходим к следующему межсезону и третьей миграции, аналогично сезону после первого КВК. Пару слов о небольших особенностях третьей миграции. Первые циклы миграции, которые также затронули мой 13-й сервер, проходили по 36 серверам. Но обновленные данные говорят, что сейчас разработчики вновь пришли к режиму с миграцией в 16 серверов. Мы будем следить за информацией от разработчиков и также давать вам информацию, в каком формате будет проходить третья миграция, когда это дело уже устаканится. В остальном межсезонье мы также копим ресурсы, выстраиваем сервер, принимаем еще больше людей в момент миграции. Важной особенностью межсезона между вторым и третьим КВК станет новая экипировка, новый шмот, который недавно в игру завезли разработчики. Новая экипировка называется «Благословенное снаряжение». Данная экипировка будет давать еще больше статы для ваших отрядов, и все игроки, которые могут позволить делать эту экипировку, должны подготовиться и заковать ее к третьему сезону КВК. Также появляется колесо, в котором вы сможете получать новые умения. Если, к примеру, вы не получили их по наградам второго КВК, то в колесе вы сможете делать прокруты и получать новые скиллы, которые также являются очень сильными и необходимыми для ваших аккаунтов. Также из особенностей данного межсезона и подготовки к третьему КВК станут два новых командира, которые появятся на ваших серверах.
Это Роски, он же лодочник, который представляет пикинеров, и новая лучница Леандра. Соответственно, данные командиры прокачиваются либо профильными кусками, которые вы получаете на командиров с различных ивентов, либо универсальными кусками S3. После данного межсезона эволюцией вашего сервера, вероятно, станет третий сезон КВК. Вероятно, называться он будет Альфхейм, и по предположению третий КВК будет проходить в тематике светлых эльфов. С нетерпением ждем подробного анонса и разбора данного сезона КВК, ведь в нем нас будут ждать новые битвы и приключения. В данном видео я рассказал вам все игровые хроники, все этапы эволюции вашего сервера с момента зарождения, то есть с первого его дня, до третьего КВК, который еще не играл ни одно королевство. И также рассказал о важных организационных моментах, на что требует обратить внимание вашему руководству, и, соответственно, определенных моментах личных для развития вашего аккаунта. Я надеюсь, данное видео тебе понравилось. Не забывай поставить лайкос, подписаться на мой канал, жди новые ролики. Я буду прощаться. С вами был, как всегда, Старина Фриги Викинг. Всех обнял, скоро увидимся.